Все началось поздним вечером, когда Джейк, опытный радиолюбитель из небольшого городка на Среднем Западе, решил починить старый ламповый радиоприемник, который он купил на гаражной распродаже всего за $5. Прибор был тяжелым, настоящий динозавр весом почти 30 фунтов, покрытый толстым слоем пыли и пахнущий сухим лаком. Джейк вытер корпус физическим трудом, заменил перегоревшие лампы и взялся за настройку. Обычно такие радиоприемники ловят только статические помехи и редкие голоса дальнобойщиков, но в этот раз все было иначе. В этот вечер было необычно тихо, не слышно было даже соседских собак. Джейк подключил внешний дипольный приемник длиной 15 футов, расправил провод по старому забору и включил питание. В динамике послышался привычный треск эфира, перемежающийся короткими всплесками сигнала, как будто кто-то пытался пробиться сквозь белый шум. Джейк медленно крутил ручку настройки, ловя дальние станции и ожидая услышать что-то знакомое, типичное обсуждение погодных условий или скучные радиолекции. Но вместо этого на частоте около 60 МГц появилась странная, едва различимая мелодия, похожая на старую джазовую заставку. Она длится всего несколько секунд и внезапно сменяется голосом диктора с отчетливым акцентом восточного побережья. Голос был слишком четким и живым для старых записей. В эфире слышались характерные шумы студии, звон ручки, даже скрип кожаного кресла. Диктор говорил: «Сегодня вечер 5 ноября 1963-го. В эфире экстренные новости». Джейк вздрогнул. Он был абсолютно уверен, что на такой частоте не бывает обычных передач. В основном там разговаривают коротковолновики или включаются радиолюбители с непонятным жужжанием. Но здесь слышалась профессиональная речь настоящего новостника, как на региональном радио середины прошлого века. Секунды тянулись, Джейк забыл даже записывать частоту и время, так был ошарашен происходящим. Повествование в эфире шло без запинок, диктор называл города, улицы, даже номера автомагистралей, все это звучало так, будто новости поступают в прямом эфире. Но названия событий были странными, аварии, которых никогда не было, митинги в городе, который, по словам диктора, вовсе не существовал на карте тех лет. Джейк взял тетрадь и начал лихорадочно делать заметки. Время, детали, фамилии, транслируемые адреса. Пытаясь записать необычный сигнал, Джейк подключил к радиоприемнику старый кассетный магнитофон. Лента трещала, но все записывалось четко. Сигнал держался устойчиво почти 30 минут, ни разу не прерываясь. На протяжении трансляции диктор постоянно упоминал дату — 5 ноября 1963-го, и каждый раз называл имена репортеров, которых Джейк не смог отыскать ни в одной исторической базе вещания. Удивительно было и то, что даже уровень шума и качество голоса были не такими, какими отличаются пленки той эпохи. Словно кто-то вещал прямо сейчас, но из какой-то другой реальности, где новости были написаны по другой истории. В какой-то момент в эфире раздались посторонние шумы, детский смех, короткий сигнал сирены и звук, похожий на хлопок закрывающейся двери. Диктор ничуть не смутился, продолжая вещание, будто ничего не происходило. После очередного выпуска «Погоды», где упоминались ураганы в районе Грейт-Лейкс, которых никто не помнил, эфир внезапно оборвался. Вместо привычного белого шума динамик издал короткое потрескивание, после чего наступила тишина. Джейк просидел в темноте еще несколько минут, не веря в услышанное. Он проверил оборудование, убедился, что все работает корректно, но попытки настроиться на ту же частоту больше ни к чему не привели, только безликий шум и короткие всплески статического электричества. Он сверил свои записи с историческими архивами и не нашел ни одного совпадения. Все, что Джейк услышал, оказалось загадочным и необъяснимым, будто ему на минуту удалось приоткрыть дверь в чужой, невидимый мир радиоэфира. Но самое странное было впереди, ведь голос из динамика намекал на события, которые еще даже не произошли. Первые минуты после странной трансляции прошли для Джейка как в тумане. Он включал и выключал приемник, перебирал провода, проверял антенну, но ничего похожего не ловил, только бесконечные потрескивания эфира. Прибавив громкость, Джейк несколько раз в отчаянии повернул настройку, цепляясь за слабую надежду услышать тот самый голос снова. Но из динамика доносились только скучные сигналы радиолюбителей из Кентукки и редкие короткие переговоры полицейских, ни на что не похожие. Недолго думая, Джейк достал кассетную запись и отмотал ленту на самое начало. Сердце колотилось, когда он вслушивался в каждый отрывок, голос диктора был все таким же отчетливым. Четкая дикция, старомодные обороты, частые упоминания города Нью-Лейк, который, как выяснил Джейк, в начале 60-х вообще не существовал ни в штате Иллинойс, ни в соседних регионах.
Ему бросились в уши имена, которые не значились ни в одном общественном архиве радиостанций: Мередит Хейл, Джордж Феннер, Каспар Левингстон. Казалось, будто кто-то придумал целую новую редакцию прямо в эфире, при этом идеально копируя интонации 60-х. Джейк стал перематывать запись и выписывать все, что казалось необычным. Передача начиналась с обычной новости о дорожной аварии на трассе 284, которая якобы огибала промышленную зону Нью-Лейк. Джейк нашел карту округа за тот период. Ни такой трассы, ни промышленной зоны не было даже в планах застройки. Дальше диктор упоминал собрание профсоюзов на главной площади. Такой улицы на старых схемах города тоже не обнаружилось. А затем рассказывал о пожаре в городской ратуше. Все сопровождалось короткими комментариями репортеров на месте событий, словно включение было прямое. Одна из журналисток даже брала интервью у мэра Кларка Мейсона, но такой фамилии среди мэров штата тоже никогда не существовало. Странности на этом не закончились. После выпуска новостей диктор коротко объявил: дальнейшее сообщение предоставляется по особому распоряжению администрации страны. В эфире зашуршало, и прозвучал женский голос с прогнозом погоды, причем зачитывался он абсолютно уверенно, с указанием температуры в градусах Фаренгейта, направления ветра и уровня осадков вплоть до сотых дюйма. Все было до нельзя детализировано, но в эти даты никакой ураган либо резкое похолодание в том регионе не регистрировали. Джейк несколько раз прослушивал фрагменты передачи, отмечая необычные детали. Например, в одном из сюжетов говорилось о массовом митинге возле статуи первого строителя, хотя даже в городских легендах такого памятника не упоминалось. Упоминались и организации, которых не существовало: Комитет по защите озера, Общество радиосвязи штата. Особенно поразило то, что все построено на реальном языке эпохи, никаких современных слов или сленга. Самое интригующее произошло ближе к концу эфира. Диктор вдруг начал читать список срочных обращений к гражданам, призывая не выходить на улицы ночью, избегать участков у реки и сообщать о любых неизвестных машинах на парковках. Звучало это как тревожное предупреждение, но неясно, откуда взялась такая паника. Ни одно реальное СМИ такого тогда не передавало. Джейк не отрывался от записи весь вечер, постепенно осознавая, что никто, кроме него, этого не слышал. Описываемые в эфире детали все больше напоминали параллельную хронику с несуществующей картой, улицами и судьбами. На всякий случай он попытался записать голос диктора на диктофон смартфона. Результат оказался тем же. Запись была абсолютно четкой, без эффекта старости или пленки. Не замечая, как уходят часы, Джейк просматривал через интернет фото старых радиостудий, сверял диалоги с газетными выпусками, но сходства не находил ни в одном из случаев. В памяти крутились имена, адреса, подробности происшествий, которые будто бы кто-то подсовывал в реальное прошлое. Казалось, только что он случайно пересек невидимую черту между двумя реальностями, одна знакомая, другая наполненная чужими судьбами. В этот момент он совершенно не предполагал, что услышанные в эфире события вот-вот начнут сбываться наяву, шаг за шагом стирая грань между прошлым, вымыслом и сегодняшней жизнью. Первые нехорошие совпадения дали о себе знать внезапно, на следующее утро после таинственной записи, когда Джейк просматривал местные новости за чашкой кофе. По телевизору ведущая сообщила: на выезде из городка произошла крупная авария. Место указывалось тоже, какое несколько раз упоминал незнакомый диктор на записи: участок на трассе, который не было на старых схемах, но которую местные знали как недавно построенное шоссе. Удивило другое: номера автомобилей и даже фамилия, прозвучавшая в репортаже, перекликались с деталями эфира, которые Джейк записал прошлой ночью. Он машинально сверил записи, проверяя, не ошибся ли. Все совпадало вплоть до мелочей. Прошла всего пара дней. Джейк старался не думать о странной передаче, но ситуация только нарастала. Сначала в город приехала группа профсоюзных активистов. Они устроили митинг на центральной площади, у памятника, который раньше никто не замечал. Странный монумент с надписью, похожей на ту, что промелькнула на записи, появился будто ниоткуда. Прохожие обсуждали скопление людей, репортеры делали снимки. Все это выглядело как заурядная акция, если бы не мистические совпадения с новостями, прозвучавшими из динамика старого радиоприемника. В тот же вечер случилась очередная нестыковка. В местной газете на первой полосе появилась заметка о пожаре в старом здании ратуши. Фотографии и короткий отчет совпадали с фрагментом радиопередачи, где ведущий с тревожной интонацией повествовал о тех же деталях. Место, причину возгорания, даже число пожарных машин.
Джейк, не веря глазам, листал газету, то и дело сверяясь с заметками в блокноте. Все указывало на то, что странные новости материализуются в его родном городе. Особенно настораживали детали, которые ранее казались неважными. Женский голос на фоне перевел температуру и направление ветра. Спустя сутки в городе Хэмилтон, расположенном неподалеку, внезапно сменился фронт погоды. Порывы ледяного ветра и неожиданная гроза застали жителей врасплох. Прогноз записи оказался точнее, чем официальный бюллетень метеослужбы, хотя ни один синоптик не предупреждал о таких переменах. Все это подействовало на Джейка нервно. Он стал внимательно следить за эфирами, постоянно прослушивал кассетную запись и даже начал обзванивать знакомых радиолюбителей, чтобы узнать, не заметил ли кто-то еще нечто подобное. Никто ничего странного не фиксировал, хотя один приятель из Айовы упомянул о странном перебое на частоте, совпадающей с той, где Джейк поймал загадочную трансляцию. Дальше больше. На второй неделе после прослушивания странной передачи в городском парке появилась афиша о собрании некоего общества радиосвязи штата. Джейк был уверен, что такого объединения не существовало, но объявление выглядело старомодно, прямо как на послевоенных фотографиях. На встречу даже пришли люди, кто-то рассказывал о проблемах приема сигнала, кто-то обсуждал странные шумы в эфире. Все проходило по сценарию, который диктор зачитывал в эфире из прошлого. Кульминация совпадений наступила через несколько дней. Вечером, когда Джейк возвращался домой, он заметил мигалки полиции у реки. На берегу нашли брошенную машину без номеров, об этом предупреждал голос в конце передачи, призывая жителей сообщать о подозрительных авто. Полицейские явно были сбиты с толку, а местные журналисты развили ажиотаж, раздувая ситуацию до масштабов экстренной новости. Одна странность тянула за собой другую. В магазине, который только открыли на углу Джефферсон-авеню, продавец по фамилии Мейсон. Именно такая фамилия прозвучала в эфире как имя городского главы. Случайно попал в хронику новостей, когда помогал тушить пожар. Имя и место совпали до последней буквы. Даже начинающий репортер местной газеты оказался тезкой одной из журналисток, голос которой слышал Джейк из динамика. Джейк старался убедить себя, что это просто череда случайностей. Но когда погода менялась в точности с прогнозом на магнитной ленте, а в городских слухах стали появляться разговоры о детских голосах и неизвестных шумных компаниях у реки, ему пришлось признать, запись с эфира не просто сбивала с толку, а словно задавала новый сценарий для окружающей реальности. Пытаясь разобраться, Джейк снова и снова прослушивал кассету, выписывал любые детали, которые могли пригодиться. Имена, даты, улицы. Ему казалось, что чем больше он вникает, тем сильнее все вокруг становится похоже на отражение несуществующего прошлого. С каждым новым эпизодом из пророческой передачи у него крепло ощущение, будто кто-то или что-то подсматривает за его жизнью сквозь закопченное стекло старого радиоприемника, подбрасывая события сразу после их появления в эфирах. Но пока Джейк искал хоть какое-то объяснение, ему оставалось только гадать, откуда взялся этот сигнал и кто еще мог слышать такие же загадочные новости, переворачивающие привычную картину мира. Понимая, что удивительные совпадения не могли быть случайностью, Джейк решает действовать. Первым делом он вновь включает старый радиоприемник, настраивая его на те же каналы, меняет длину провода антенны, даже выходит глубокой ночью во двор, чтобы в полной тишине попытаться поймать сигнал. Каждый раз результат один и тот же, лишь статический шум, редкие перехваты дальнобойщиков и абсолютно ничего напоминающего ту магическую трансляцию. Джейк разбирает корпус, проверяет лампы и пайку, переустанавливает шнуры, все в исправности. На улице холодно, его ботинки скользят по мокрой траве, но он упрямо обходит дом, проверяя, не экранируют ли стены сигнал. Подключает радиоприемник к генератору, чтобы исключить перебои в электросети. Все тщетно. К утру он едет в ближайший город, в старый магазин электроники, которым владеет мистер Хейс. Тот удивляется, когда Джейк рассказывает о странной записи и разрешает подключить приемник к своей антенне на крыше. Вместе они настраивают частоты, слушая фоновый гул, пока мистер Хейс вспоминает, что ничего подобного за десятки лет работы не слышал. Они снова включают кассету. Голос диктора звучит чисто и отчетливо, хотя Хейс уверяет, стиль передачи и даже качественный фон совершенно не характерны для того времени. Особенно его сбивает с толку фамилия Мейсон. В 60-х не было ни одного губернатора с таким именем в округе. Джейк, не теряя времени, выкладывает отрывки записи на форумах радиолюбителей. Отправляет личные сообщения по электронной почте тем, кто собирает архивные радиошумы и старые передачи.
К вечеру ему пишет пользователь из Огайо, утверждая, что несколько лет назад слышал короткий отчет на похожей частоте, но детали были совершенно другие. Джейк отправляет ему запись. Незнакомец изучает ее и уверяет, качество слишком высокое для пленки 60-х, даже если бы использовалась студийная аппаратура. На следующий день Джейк заходит в городскую библиотеку, просматривает подшивки газет за ноябрь 1963-го, особенно внимательно сверяя даты упомянутых событий. Он заказывает микрофильмы с новостями по регионам Среднего Запада, но нигде не упоминается ни авария на трассе 284, ни город Нью-Лейк, ни пожар в ратуше. Его вопросы вызывают у библиотекарши улыбку. Города с такими названиями не существовало ни тогда, ни сейчас. Он пробует связаться с архивами местных радиостанций, но никто из старых сотрудников не вспоминает ни ведущего с похожим голосом, ни спецвыпусков за 5 ноября. Дальше Джейк направляется в местный музей, где хранится техника и фотографии старых радиостудий. Рассматривая снимки, он замечает странную деталь. Ни на одной из них нет оборудования, подобного его радиоприемнику, хотя тот был произведен как раз в начале 60-х. Работник музея объясняет, что модель была популярна у военных связистов, но в гражданских радиостудиях ее почти не использовали. Джейк записывает эту информацию и отправляет фото приемника на зарубежные форумы коллекционеров техники. Через несколько дней ему отвечает мужчина из Великобритании, утверждая, что когда-то слышал легенду об аппаратах, ловивших затерянные сигналы в годы Карибского кризиса, но доказательств у него нет. Тем временем Джейк обращается к знакомым, которые работают на местном телевидении. Он просит проверить, не проходили ли по их частотам необычные сигналы или сбои, но коллеги лишь смеются. Единственное, что выясняет Джейк, несколько дней назад анонимный звонок поступил в редакцию. Мужчина с дрожащим голосом утверждал, будто слышал странную передачу с новостями из несуществующего города. Звонок не записали, и номер быстро исчез из системы. Джейк возвращается домой, садится за стол и делает сводную таблицу всех найденных совпадений: время, частоты, данные дикторов, погодные условия, упомянутые в записи явления. Особое внимание он уделяет погоде, каждая деталь из эфира сбылась через сутки после прослушивания. Он переписывает имена ведущих и пытается найти их в социальных сетях, в старых телефонных справочниках, но ни одного совпадения не обнаруживает. Фото городских достопримечательностей тоже не дают результата. Ни статуи первого строителя, ни здания с указанным адресом никогда не существовало. В какой-то момент Джейк обращается к онлайн-картам и открытым спутниковым снимкам. На месте города Нью-Лейк все те же поля и маленькая деревушка, никаких следов крупных строек или магистралей. Однако на одном из форумов анонимный пользователь выкладывает фотографию дорожного указателя с едва заметным названием Нью-Лейк, снятую ранней весной около южных границ штата. Указатель стоит посреди поля, вокруг нет ничего, кроме голой земли. Джейк увеличивает снимок и замечает, что на фотографии не видно никакой застройки. Не сдаваясь, Джейк выходит на связь с профессиональными охотниками за радиошумами и исследователями аномальных явлений, рассказывает о странной находке. Один из них, пожилой мужчина по имени Роберт, интересуется моделью радиоприемника и просит запись. Спустя сутки Роберт пишет: «Когда-то он принимал сигнал, похожий по тону и подаче, вблизи военной базы, но тогда его списали на помехи от военного оборудования. После того случая, утверждает Роберт, у местных жителей начали сбываться странные прогнозы, резкие смены погоды, аварии на пустых трассах и даже массовый сбой техники». Джейк организует ночной эксперимент. Он включает приемник, магнитофон, мобильный диктофон, одновременно записывая эфир сразу на 3 устройства. Пытается другой кабель, подключает современную антенну, даже едет ночью к реке, где, по предсказанию записи, находили брошенную машину. Там, под сырой луной, сигнал все равно не появляется, только ветер, шум деревьев и редкие переклички рыболовов. Вернувшись домой, Джейк внимательно переслушивает все записи. На этот раз на высокой громкости в самом конце кассетной ленты он различает едва слышный повтор слова «исправить». Голос диктора пытается что-то донести, но слова обрываются на полуслове. Этот фрагмент Джейк отправляет аналитику звука, который подтверждает, никаких современных наложений или цифровой обработки не было. Все звучит, как будто эфир шел в прямом времени, но по каким-то причинам больше не повторяется. Оставшись наедине с фактами, Джейк осознает, что за несколько недель ни на шаг не приблизился к разгадке источника таинственного сигнала. Одно ясно:
Кто бы ни запускал эту мистическую передачу, он владеет технологиями или знаниями, которых пока не объяснить современным наукой и логикой. Однако интрига лишь усиливается, ведь к Джейку начинают поступать сообщения от радиолюбителей из других штатов, утверждающих, что с ними тоже происходили странные совпадения после прослушивания старых неизвестных записей. Все это еще сильнее размывает грань между вымыслом и реальностью, как будто кто-то расставил ловушки по всему миру, и теперь пришло время узнать, кто или что стоит за этими аномалиями. Пока Джейк лихорадочно записывал каждую мелочь, полученную из эфира, время тянулось мучительно медленно. Не находя убедительных объяснений случившемуся, он решил расширить свои поиски и собрать как можно больше информации о подобных явлениях. Для начала он отправил электронные письма на крупнейшие американские форумы радиолюбителей и на сайты коллекционеров старой техники. В первых же ответах мелькнули намеки. Кто-то слышал загадочные передачи на длинных волнах в районе Апалачей, кто-то на пустынных трассах Калифорнии, но никто не смог предоставить записи или точные данные. Однажды вечером ему написал техник из Джорджии, который утверждал: его отец в начале 70-х подслушал по старому приемнику прямую трансляцию смертельно опасного шторма в Атланте, который по официальной хронике никогда не случился. Через 3 дня после эфира город столкнулся с разрушительной грозой, и детали совпадали вплоть до скорости ветра, названной диктором заранее. Через несколько дней с Джейком связался иностранец по имени Луис, проживающий в пригороде Монреаля. Он прислал отсканированные страницы дневника своего деда, радиолюбителя с 40-летним стажем. В записях за конец осени 1963-го встречались упоминания странной передачи на французском языке. Диктор объявлял события в небольшом городке на границе Квебека и Вермонта, где, согласно переданным новостям, внезапно сошел с рельсов пассажирский поезд. Через неделю газеты напишут именно о такой трагедии. Точная дата и даже тип состава совпали с деталями эфира, услышанного за несколько дней до катастрофы. Параллельно Джейк получал отклики из Европы. Один из пользователей из Манчестера рассказал, что в конце 70-х его отец записал короткую радиопередачу о несуществующем футбольном клубе, якобы проигравшем финал лиги на пустом стадионе. Через несколько месяцев в городе действительно появится новый клуб, а фанаты до сих пор спорят, не была ли их первая игра мистическим дебютом, про который заранее объявили в эфире. Другая история пришла из Италии. Там инженер-вентиляторщик поймал ночной сигнал, где сообщалось о затоплении квартала в Неаполе. За окном стояла ясная погода, но спустя 3 дня море вышло из берегов, и именно те улицы, что диктор называл в своих новостях, оказались под водой. Джейк завел отдельный блокнот, куда заносил каждый случай. Большинство откликов были слишком фантастичны, но некоторые содержали конкретные детали: частоты, район приема, точную погоду, даже имена дикторов, которых не значилось ни в одной базе радиостанций. Один из самых загадочных эпизодов произошел на ранчо в Техасе, где фермер под утро в полусне ловил сигнал с южного направления. По радио шел выпуск о взрыве хранилища зерна. На следующий день амбар действительно загорелся, и пожарные нашли внутри лишь обугленные зерновые мешки. При этом пожарные утверждали, оборудование работало без перебоев, никакие помехи или перепады напряжения в ту ночь не фиксировались. Джейк стал замечать повторяемость некоторых деталей. В каждой истории дикторы вели себя одинаково спокойно, будто работали в прямом эфире, даже если озвучивали трагические события или давали инструкции жителям. В репортажах встречались географические ошибки, имена организаций которых не существовало, но после эфиров, как по цепочке, в городах открывались новые фирмы, объявлялись срочные собрания или проводились эвакуации без видимой причины. Особенно поразил случай из маленькой деревушки в Ирландии. Местный школьник вдруг услышал на старом радиоприемнике выпуск о поисках пропавшей собаки. Назвали ее кличку, улицу и имя хозяина. Родители не поверили, но на следующий день вся деревня искала именно эту овчарку. Она исчезла тем утром, когда вышло объявление. Причем по официальному времени записи сигнала не было в этот час ни на одной волне, все приемники фиксировали только музыкальные передачи. С каждым новым сообщением Джейк чувствовал, что сеть подобных явлений намного шире. Письма приходили из Австралии, где один рыбак 10 лет назад услышал прогноз о шторме и отменил выход в море. Его предупреждение спасло не только семью, но и соседей, ведь шторм ударил так неожиданно, что другие рыбаки не успели вернуться в порт.
Среди откликов появлялись и более странные сообщения. Кто-то после прослушивания подобных передач начал видеть чужие сны, кто-то стал находить на своих улицах предметы, о которых дикторы упоминали вскользь в эфирах, обрывки газет, потерянные ключи, даже таблички с названиями улиц, которых раньше в их городах не было. В разных странах эти вещи повторялись вплоть до деталей. Одинаковая форма письменных букв, старомодный стиль, ошибки в датах. Постепенно формировалась тревожная картина. Где бы ни слушали загадочные передачи, события, названные в эфире, сбывались с пугающей точностью, а города начинали жить по сценарию, буквально написанному где-то на той стороне радиоволны. За считанные недели Джейк накопил десятки записей, схем и имен, которые никто не встречал даже в профессиональных радиокругах. Все это не давало уснуть, ведь теперь стало ясно, он был не единственным, чью реальность меняли незримые голоса. И лишь загадочный эфир старого радиоприемника соединял этих людей в одну невидимую цепь, уводя все дальше от привычной картины мира. Вечер выдался особенно глухим, когда Джейк в последний раз попытался поймать сигнал. За окном моросил дождь, а за шторками мелькали только редкие огни соседних домов. Радиоприемник стоял на столе, подключенный к удлиненному диполю, и Джейк терпеливо крутил ручку настройки в надежде уловить хоть знакомую интонацию диктора из той самой передачи. В комнате пахло старым лаком, магнитофон шумел головкой, но в динамике царила пустота. За 3 недели он перепробовал десятки комбинаций антенн, токоведущих жил, менял даже местами батарейки в фонарике, чтобы исключить любые паразитные колебания, однако эфир оставался мутным и пустым. В попытке сузить диапазон Джейк переключил приемник на коротковолновый режим. На миг среди треска мелькнуло нечто похожее на скрип кожаного кресла, но тут же все ушло в шипение. За спиной звякнула чашка. Эта жена зашла узнать, не спит ли он. Джейк лишь отмахнулся, продолжая всматриваться в движущиеся стрелки шкалы. На столе лежали блокноты, листы с карточками времени, географии США, выписки из переписки с другими радиолюбителями. Каждый новый контакт приносил все больше вопросов. Никто не мог объяснить, почему передачи становятся реальностью, кто их озвучивает и для кого. Все чаще в почте стали появляться анонимные сообщения с короткими аудиозаписями или ссылками на файлы. Один пользователь из штата Нью-Мексико прислал запись передачи о неожиданном половодье в долине Рио-Гранде, которая прозвучала в эфире ровно за сутки до настоящего наводнения. В записи диктор осторожно просил жителей не пересекать дамбу и следить за уровнем воды по градусам Фаренгейта. Через пару дней в местных газетах появятся репортажи с теми же словами и даже с именем корреспондента, которого никто не находил ни в одной базе журналистов. Джейк задался целью найти закономерности в совпадениях. Он свел все данные в единую таблицу: частота передачи, качество сигнала, длительность, язык вещания, число описанных событий, географическое совпадение. Изучая схему, он заметил, что сигналы почти всегда ловились на старых ламповых приемниках, выпущенных в 60-х, причем не только в США, но и в Канаде, Ирландии и даже в Японии. Среди радиолюбителей возникла гипотеза: возможно, дело в типе генерации сигнала или особой конструкции катушек в моделях тех лет. Для проверки этой догадки Джейк связался с коллекционером из Пенсильвании, у которого была коллекция старых радиоустройств — Филко, Силвания, даже советский ВЭФ. Оба синхронно включили свои аппараты в назначенный час и попытались поймать аномальный сигнал. В динамиках звучали лишь военные переговоры и редкие вкрапления музыки, но загадочного диктора ни на одном устройстве услышать не удалось. Коллекционер рассказал, что всего однажды лет 5 назад его приемник сам переключился на неизвестную волну, где прозвучала короткая речь на польском языке. Спустя неделю в польском городке Гданьск произошел пожар, детали которого, на удивление, точно повторяли интонацию эфира. Не отчаиваясь, Джейк начал искать других свидетелей. Через соцсети он вышел на молодого парня из штата Мэн, который ночью на ходу подслушал эфир с объявлением о закрытии моста через реку Пискотаква для ремонта. Через 3 дня действительно перекрыли движение из-за оползня. Парень сохранил короткую запись на флешке, переслал фрагмент Джейку. Анализ показал, что фонограмма записана без цифровых искажений, а голос диктора был абсолютно незнаком ни одному искусственному сервису распознавания речи. Далее Джейк попытался узнать, возможно ли, что аномальные передачи исходят с военных баз или секретных лабораторий. На одном из технических форумов ему ответил инженер, который раньше работал с радарами ПВО. По его словам, в начале 80-х на одной из станций фиксировали непонятные фантомные сигналы на частотах чуть выше 50 МГц.
В тот период по всей стране участились сообщения о ливнях, ураганах и сбоях в навигационном оборудовании, хотя официальные отчеты все списывали на магнитные бури. Недели шли, а список необъяснимых совпадений только рос. Джейк получил письмо от женщины из штата Айдахо, которая описала удивительный случай. Ее дед во времена своей молодости однажды слышал в эфире срочное оповещение о сбое в энергосети их городка Болдер. Через 2 дня весь город остался без электричества, хотя до этого перебоев не было уже 20 лет. Случай не попал в крупные газеты, но женщина хранила вырезку из местной хроники, где даты совпадали с записью передачи. Джейк организовал маленькое онлайн-сообщество радиолюбителей, куда каждый участник мог добавлять детали пойманных передач, выкладывать фрагменты голосов диктора, сканы страниц блокнотов. Некоторые участники обсуждали, не связано ли все это с так называемым эффектом Манделы, ведь после эфиров во многих городах появлялись новые памятники, улицы или фирменные вывески, которых еще неделю назад никто не замечал. Особенно настораживало, что дикторы в передачах никогда не объясняли, откуда вещают, и всегда называли только дату и время, причем в стиле 60-х. В разгар одной из ночей, когда Джейк снова переслушивал запись и перебирал старые газеты, в дверь резко постучали. На пороге стоял незнакомец в длинном дождевике. Он представился инженером-радиотехником и быстро сказал: «Не всегда стоит искать то, чего не существует». Вручив конверт с короткой запиской и исчезнув в темноте, он будто растворился в ливне. В конверте лежал клочок бумаги с аккуратным почерком: «Стереть эфир, забыть. Запомнить голос, изменить путь». Прочитав эту фразу, Джейк понял: все, что происходило с ним и десятками других людей, останется загадкой до тех пор, пока где-то в глубине радиоволн не раздастся очередной голос из несуществующего прошлого, чтобы навсегда изменить чью-то жизнь и в очередной раз тонко размыть грань между настоящим и тем, что только что казалось невозможным.